Ну что, ваше возрождение позади, куда дальше, Визара? В этих землях я не бывал. Думаю, нам лучше найти ближайшее поселение и узнать, в какой стороне хаб. Там нам сейчас самое место. Вижу, вы давно уже знакомы. С самого детства. Помнишь нашу первую кражу? Еще бы. Детство было у нас не очень, конечно, зато приключений хоть отбавляй. За что вас вообще отправили в Возрождение? Обчистили магазин и уже почти ушли, но вдруг прибежали стражники и быстро взяли нас в оборот. А ты? Оружие не вышло. По их мнению, меня прислала нарко. А вообще просто мимо проходила. Паладин решил проверить, насколько хватит у меня терпения слушать его выкрики. И вот, я здесь. Да. Опа, смотрите, впереди какая-то хижина. Подойдем поближе. Эй, давайте обойдем это здание. Я подбегу к главному входу, попытаюсь наладить контакт. Торг, заходи слева, купаж справа. Атакуем, если справимся. Если нет, отходите. Я вас догоню. Что, опять? Может, обойдемся без сюрпризов на этот раз? Сначала посмотрим, а там виднее будет. Все, пошли. Тук-тук! Есть кто дома? Эй! Эй, народ, здесь никого нет. Заходите. Здесь кровати. Лягте, отдохните. Я посторожу на случай, если кто-нибудь придет. Вот и приехали. Надеюсь, здесь не живет какой-нибудь псих-фанатик вроде этих святош. Надо осмотреть дом, может найдется что-нибудь интересное. Тряпки-ниндзя? Это хорошо. Еда, еда. Так, а здесь замок. Катана, неплохо. А здесь записка, надо прочесть. Если вы это читаете, велики шансы, что вы только что сбежали из Возрождения и находитесь в полумертвом состоянии. Это убежище для вашего отдыха и восстановления. Надеюсь, вы сможете найти здесь еду и инструменты для снятия кандалов, кровати и кое-какую одежду. Удачи! Если вы случайный путешественник, пожалуйста, не нужно грабить это место, иначе мы вас выследим и освежуем заживо. Если вы солдат святой нации, нахер вас! И в вашу тупую промывающую мозги религию. Мы будем противостоять вам до конца. Вы, изнеженные и надменные неандертальские амебы. Мол. Вот как. Значит, это убежище для нас. Очень хорошо.
Знать бы, кто такой или такая этот мол. Вторую записку позже почитаю. Привет. Привет. Хорошие новости. Это хижина-убежище для сбежавших рабов Возрождения, и никакие хозяева не придут. Разве что святая нация может нагрянуть, так что глядите в оба. Еще тут записка для некой Мол, которая, кстати, и написала письмо, что это место для нас. В записке что-то о детстве, о желании прививать свободу женщинам. Видимо, что-то личное. Кто бы ни была эта Мол, она очень сильно помогла нам. Может, мы когда-нибудь еще и встретим ее. Может быть, ты как вообще? Тебя потрепало, а ты все еще не отдыхал. Ничего, позже прилягу. Слушай, Сторка, ты откуда? Я родом из Адмага, но выросла в Сквине. А что привело тебя в эти земли? Я просто путешествовала. Хотела увидеть другие земли, в которых еще не была. Потом меня схватили и несколько лет держали в рабстве. Несколько лет? Ты серьезно? И что, ты даже не пыталась убежать? Пыталась. Много раз. От моих попыток мое тело не успевало заживать. Сами знаете, как там обращаются с рабами. И со временем я смирилась, пока не появились вы. Я ни разу не видела, чтобы кто-то мог успешно уйти из Возрождения. Рабы постоянно убегали в открытую, как я, а вы очень слаженно и тихо работали. Скрытно я не особо умею передвигаться, да и со взломом замков только недавно познакомилась. Спасибо, Купаж. Да, пожалуйста. В общем, в вас я увидела надежду, что однажды я снова увижу свой дом. Тогда я обратилась к Купаж, когда она возвращалась с улицы обратно в барак. Такие дела. Ну а вы что расскажете? Мы родом из Акулы. Там и выросли. Мама ростила меня и мою старшую сестру одна. Все детство мы выращивали рис и ловили мелкую рыбешку в прудах. Старались хоть как-то помочь. Потом пришли рабовладельцы с несколькими рабами и одной девчонкой в цепях. Выглядела она испуганно и, скорее всего, была обречена. Но мама выкупила ее за 200 катов. Так в нашем доме появилась Купаж. Сестра через несколько лет ушла из дома со своими друзьями и пропала. Мы еще какое-то время жили на болотах, потом познакомились в баре с отрядом тихоходников. Они рассказывали о своих приключениях. Мы с Купаж загорелись диким желанием путешествовать и попросили их взять нас с собой. Так мы перебрались на путевую станцию и начали добывать медь для местного бармена. Позже уже не было такого энтузиазма, ведь мы снова застряли. А потом мы начали воровать, и на бугристом холме наши дороги привели нас в Возрождение. А что же стало с матерью? Вы что, ее бросили? Нет, у нее все было хорошо. Она занималась торговлей и очень успешно. В нашей помощи на тот момент она уже не нуждалась, да и не против была, чтобы мы нашли себя в этом мире. Однако отпускать нас ей все равно не хотелось, ведь за стенами Акулы мир буквально кишил безумием. Я своих родителей не помню. Меня отдали на воспитание наставникам, которые обучали меня сражаться все мое детство. Тирали мне постоянно какой-то кодекс, честь и прочее. Воин из меня вышел так себе. Меня больше интересовало то, что находится за воротами. Сражения меня мало интересовали. Да, вот и познакомились. Ладно, с вами весело, но я схожу проветрюсь немного. Впереди мрачные земли. Что ж, если на то пошло, пройдем через них. Ну как, проветрился? Ага. Советую вам хорошенько отдохнуть перед дорогой. Чувствую, путь будет нелегкий. Да уж, спасибо, подбодрил. Не за что. Если что, обращайтесь за добавкой.
Как ты думаешь, дома все в порядке? Думаю, да. Стараюсь не думать о плохом. Надеюсь, мы найдем дорогу домой. Найдем, не переживай. И не из таких передряг выбирались. Возрождение уже позади, а это немаловажно. Ты что не спишь? Я уже отдохнула. Хорошо, раз такое дело, то и я пойду отдыхать. Вымотался изрядно. Эй, Рой! Пропащий безуля! Пошел вон! Пошел вон! Что же мне теперь делать? Здесь я больше не могу оставаться. До свидания, любимый дом.
Что это? Лагерь туманников. Лучше им не попадаться. Так далеко от дома я еще не заходил. Здесь опасные места, но выбора у меня нет. А вот и они. Надо идти тихо. Пронесла. Надеюсь, я их больше не увижу.
снова их лагерь. Нужно быть настороже. Бип. Бип. Здесь слишком много туманников. Надо их как-то срочно обойти. Здесь люди. Я видел таких у нас в лагере. Эй, парень, недавно тут. Ты должно быть сильнее, чем кажешься, если добрался до города в целости. Что ты можешь рассказать об этом месте? У людей нет привычки сюда наведываться. Если тебе повезло хотя бы добраться до Безродного, ты застреваешь в Безродном. Плюсы: в этом городе тебя никто не найдет. Это, конечно, если тебе есть от кого прятаться. В основном тут находятся изгои и бывшие рабы. Ты на что намекаешь? Мне нет от кого прятаться. Да мне наплевать, кто ты и от кого ты прячешься. Расслабься, у меня есть проблема посерьезнее. Ну ладно, спасибо за сведения. Ну что, готовы? Ладно, пошли. Вечно мы тут прятаться все равно не сможем.
Все забыли, ничего не взяли. А у нас разве что-то ценное имеется. Да я просто подкалываю тебя. Ладно, идем. Поглядите, там какой-то мутный проход. Как думаете, стоит попробовать пройти туда? Что-то мне совсем туда не хочется, да и судя по всему, там земли святой нации. Лучше пройти другим путем. Я тоже думаю, что нам там нечего делать. Здесь пейзажи тоже не лучше. Как хочешь, но обратно в клетку я не пойду.
Смотрите, вон там, это древняя лаборатория. Про них нам рассказывали техохотники. Там много всякого ценного хлама, но их постоянно охраняют эти робопауки, либо сумасшедшие скелеты. Думаю, мы вернемся сюда позже. Эй, тише, там еще один. Задолбали эти машины. Лучше лишний раз нам их обойти. Это что у нас здесь? Проверим? Ты еще спрашиваешь, пошли. Действуем так же, как обычно. Давай только осторожнее. Детали от робота можно будет продать. Входите, только тихо, я верх проверю. А неплохие тут вещички. Штаны высокого класса, маска стандартная, плюс еще книги древние. Уже радует. Тут еще маска. Эй, там, внизу! Идите сюда! Что у тебя тут? Маску тебе нашел. Держи. Поглядим, что у нас в сейфе припрятано. Эй, Визара, тут книга еще одна, держи. Так. Опа! Вот это улов. Глянь, еще и арбалет до кучи. Сторг, раз уж мы разжились масками, возьми эту броню.
Везде одно и то же. Походу мы заблудились. И что ты предлагаешь, вернуться назад? А что нам там делать? Еда в доме закончилась, а места эти неизвестные. Лучше найти кого-нибудь и спросить. Пойдем дальше. Еще одна башня. Наверняка там что-нибудь для нас найдется, если она, конечно, не занята. Да, я гадаю. Очередной авантюрист. Хоть и по жуту точно не похож на собирателя, а на бандита тем более. Как ты узнал? В основном авантюрных типов пойма и привлекает. Здесь ведь полно потерянных сокровищ. Как не привлекать? Кто-либо другой в здравом уме не стал бы рисковать нарваться на рабопауков. Большую часть враждебных посягателей они, по крайней мере, сдерживают. Но уединенная жизнь в этой башне может стать скучной. Так что всегда приятно разделить кров и обменяться историями с коллегами-авантюристами. Расскажи про эти сокровища. Только оглянись вокруг, и своими глазами увидишь, что место богато историей и потерянными технологиями. Однако из-за пауков эти сокровища сложно добыть. Многие авантюристы достаточно умны, чтобы не рисковать. Другие достаточно храбры, чтобы принять вызов. Но многие из них не возвращаются. А ты тоже был авантюристом? Был. Скелеты более долговечны, чем вы, человек. Но все же нашему существованию есть предел. Со временем мы начинаем заедать или внезапно перестаем работать без предупреждения. Мое время подходит, детали изнашиваются. И для исследований я подхожу уже не так, как раньше. Так я сюда и попал. Отошел от дел в уединении поймы. Скучаешь по путешествиям? Временами. Я путешествовал от восточных пепельных земель до южных болот. Добыча потерянных реликвий и утраченных кусочков истории всегда меня удовлетворяла. И, конечно, наблюдение за человеческим поведением, в то время как мир развивается и рушится. Возможно, ты мог бы рассказать мне что-нибудь об истории мира. Я даже не знаю, с чего начать. Но обмен заметками и передача знаний о мире нравится мне больше всего. Можешь уделить мне пару месяцев. А может, пойдешь со мной? Сможешь делиться любыми знаниями, какими захочешь. Если компанию мне составит коллега-авантюрист, полагаю, это будет для меня не слишком сложным делом. И мне всегда нравилось изучать товарищеские отношения вашей расы. Больше всего мне хотелось бы отправиться в последнее путешествие. Идем. Меня зовут Ожог. Я Визара, со мной Купаж и Сторг. Прежде чем мы пойдем дальше, помоги выбраться из поймы до ближайшего поселения. Дело это несложное. Сегодня пока переночуете здесь, а завтра мы пойдем штурмовать дорогу.